Привет, с вами Алена. Сегодня сделаем необычное наращивание. Опустим момент с маникюром, снятием и всяким таким и начнем с самого интересного. Ногти уже подготовлены, и я планирую сделать замес для красивой праздничной подложки. Нашла у себя вот такие блесточки завалялись. Если таких блесток нет, то, пожалуйста, лайфхаков целое море. Режем какую-нибудь елочную мишуру. У меня же были вот эти вот веселые кусочки, немножко голографии, чуть-чуть серебра. В общем, все, что у вас найдется, все, что завалялось, то, что будет блестеть, нам обязательно сгодится, потому что делать мы будем прозрачные ногти на блестящих подложках. Вот такие палочки у меня еще есть, яркие, красивые, серебряный такой чистый, классный цвет. Вообще редкость, кстати говоря, вот именно такие блестки найти. Обычно все серенькое, именно серебра не хватает. У меня замес получился густоват, на мой взгляд, поэтому я его разбавила базой. Да, гель можно разбавлять базой, особенно если у вас, например, какой-нибудь классный камуфляж, но вам кажется, что он слишком густой, то совершенно спокойно лейте туда базу, и будет вам счастье. Ну, по крайней мере, я так всегда делаю, и все у меня было хорошо. У нас получилась вот такая вот жижа, пока что непонятная, но это точно будет красиво. Вот наши ноготки уже готовы, мы решили их наращивать. На Новый год хочется праздника. Комбинированный маникюр выполнен, обезжириваем, убираем остатки пыли, наносим праймер. И да, я работаю без перчаток, потому что это была предновогодняя суета, точнее, она до сих пор продолжается. Декабрь месяц на дворе, так скажем, самый конец, жаркие денечки у нас в салоне. И я работала без перчаток, потому что мне форму неудобно ставить в них. Можно, конечно, изощряться, но так как эту клиентку я знаю уже давно, и она практически мне брат или сестра, в общем, мы с ней сидим часами, она мне разрешает ее трогать, поэтому хорош плеваться. Все хорошо. Итак, после того, как я нанесла базу и поставила форму, я выкладываю эту самую подложку, наш прозрачный гель с кусочками вот этих всяких поблестюшек. Распределяем, заводя в точки роста, выкладываю ту форму, которую вам нужно, можно квадрат, у меня вот такие овальчики немножко на заужение. Для нас это, кстати говоря, очень короткий вариант, потому что обычно наносят длиннее. После того, как прихватился гель в лампе, можно его слегка поджать, но я его, как видите, не досушила, и он начинает у меня мяться. Я поняла, что нужно его досушить, и вот теперь он стал более податливый. Гель поджимается тогда, когда он еще тепленький. Вот так выглядят наши подложки, которые нам предстоит опилить. Ну и наше фирменное сердечко. Всегда, когда я ищу в очередной раз что-то в своих коробочках, отворачиваюсь, а потом нахожу вот эти вот сердечки. Что же мы будем делать? Мы перво-наперво сделаем верхний черновой опил. Я сделаю это вот такой прикольной фрезой. Она выглядит весьма забавно, но она такая мягкая и плавная в работе. То, что я ее частенько именно для таких целей использую, а не для снятия. И дальше будем опиливать боковые параллели с помощью пилочки. Как видите, у меня одноразовый файл, но он на вспененной основе, и это значит, что он подходит для наращивания ногтей. И на одном этом файле я полностью нарастила все 10 пальцев, и знаете чего, он даже и не думал стереться. Я прям была довольна. Раньше я не особо любила эти файлы, потому что мне не попадались на пенке. Я все-таки любительница эластичных пилочек, и вот сейчас у меня все звезды сошлись, и меня устраивает качество работы этой пилки. Вот видите, я ее сколько пилила с той, с этой стороны. В общем, все это выравнивала. Хотя я, кстати говоря, не знаю, почему я все время показываю средний палец, который постоянно у всех косит. Ну, вы все знаете, да, средний палец правой руки. Я почему-то выбираю всегда именно его, и вот так долго пилить. Ну, в общем, мы вроде бы закончили, и у нас получается пока такой матовый блеск. И, конечно, после того, как подложка опилена, все, что нам остается, это прозрачным конструирующим гелем создать архитектуру, поставить капельку, наметить апекс, при необходимости перевернуть. Я переворачивала. Эта техника называется безопильная, но, как я уже много раз говорила, все мои безопильные техники все равно получаются пильные, потому что в итоге мне что-то где-то да не нравится, и я по чуть-чуть, но все-таки допиливаю. Я считаю, что лучше доработать, чем пытаться убедить себя в том, что твоя техника такая прям, что аж пилить ничего не надо. Не нравится, обязательно пилите. Затекло, пилите или, не знаю, сразу вытирайте. Ну, в общем, вот снова допиливаем.
но зато какой результат будет крутой. И дальше вы не поверите, мы будем покрывать еще и цветом, то есть какие-то ногти покроем, какие-то покроем частично, какие-то оставим вообще прозрачными. Нас ждет просто бомбический, сумасшедший дизайн. Я такого никогда в жизни не делала, то есть у нас сегодня будет очень сильно объемные инкрустации у меня, куча разных блестяшек. Сейчас я все покажу, а пока можем смотреть, какой же у нас получился ноготь. И вот после того, как у меня все ногти опилены и готовы к покрытию, я беру черный лак с блестками. Вот такой красивый оттенок. Обязательно отодвигаем кутикулу. Как видите, я опять что-то там нашла и снова это дорезаю. Я в своем репертуаре. Обезжириваем, все подвинули и наносим наш цвет. Цвет оказался хороший, укрывистый. Нанесла в один слой, и между делом, если кто знает, что такое с 12-м iPhone Pro Max, напишите мне, пожалуйста, потому что с фокусом просто беда. Как видите, как только моя рука падает в кадр, все просто расплывается. Если, ребята, кто-то знает, что там нужно поменять в настройках, пожалуйста, напишите. Но мы покрыли ноготь черным вот этим блестящим красивым оттенком. Я знаю, что сейчас найдутся те, которые скажут, а нафига вы вообще это делали, если вы решили его перекрыть. А прикол вот в этом. Праздник у нас двусторонний. Это двусторонние ногти. Но мы, конечно же, перекроем не все. Некоторые мы оформим частично в черный, где-то будут полосочки, а где-то будет имитация френча. Только ложа не камуфляжем у нас будет выкрашена, а черным. Ну, я думаю, вы видели, да, такие варианты, когда кончик оставляют прозрачным, а мы вот кончик оставили блестящим. Выкрашиваем аккуратно. Занятие так себе. Я не очень люблю вырисовывать эти френчи, но эффект, конечно, от них потрясающий. Так что, если охота заморочиться и время позволяет, то почему бы и нет. Клиентам нравятся мои, по крайней мере, очень даже понравилось, но даже это мы решили с ней доработать. Правда, уже после того, как я покрыла топом, но я не я, если 75 раз не передумаю. А вот, кстати говоря, и топ. В топе очень важна кисть. Вот, по крайней мере, лично для меня мне важно, чтобы она была ровненькая и не продавливала материал, то есть в меру эластичная. Топ помогаю распределить себе тоненькой кисточкой волосок, той самой, которую можно использовать для френча. И теперь мы видим, какой прикольный эффект у нас получился. Не забываем довыровнять, потому что есть стыки, так как мы красили не весь ноготь целиком. Проверяем блик и отправляем в лампу. Ну а как вы видите, я все-таки решила доработать френч. Серебром прорисовала полосочки, а сам краешек ногтя прорисовываем черной гелевой краской, и у нас получается такой интересный кантик. Средний пальчик мы выкрасили по бокам черным, а в середине оставили наши блестки. Ногти пока не перекрыты топом, но после того, как мы это сделаем, эффект будет просто потрясающий. Ну и не забываем, что у нас есть палец, который просто покрашен в один тон, и вот там сейчас начнется вообще супер экшен. Я еще молчу про вторую руку, на которой там вообще будет безобразие полное. Ну вот, тем временем я допокрываю остатки ногтя. Смотрите, как круто блестит, как какая-то мозаика. И даже появился эффект выкладного френча. Но после того, как все ногти закончены, я приступаю к самому главному тому, на котором будет дизайн. У меня на дотсе сейчас прозрачный полигель, потому что крепить я буду вот такую вот огромную цепочку. В общем, как-то ездила я в Москву и попала на Дубровку. А там просто несусветное количество всяких вот таких вот штук я нашла и накупила себе всякие разности. Трясущаяся рука, кошмар какой. Оказалось, просто не так-то легко цепочку отрезать на весу, но я справилась. В общем, устанавливаем кусочек вот этой цепи на ноготь. Да, очень-очень объемно, но у нас не менее объемный дизайн ждет. То есть разные у меня здесь цепочки есть, черепушки, какие-то камушки. В общем, я все это высыпала и стала искать, что же я хочу прикрепить на наш ноготь. В общем, вы понимаете, да, что в планах у меня просто организовать кирпич. И мы этого не боимся, мы готовы были к экспериментам. Вот я сижу здесь, выбираю, вам заодно показываю, сколько разных кусочков.
И прям вот в этот самый момент меня просто подмывало бросить все и нарастить себе супер дофига длинные ногти и налепить на себя все эти разные кусочки. И как я мечтала о черепах. Вот прям, честное слово, не было возможности кому-то прилепить на ноготь черепушку. Но в этот день все у нас случилось. Золотой красивый череп. У нас такое необычное сегодня сочетание золотого и серебряного. Обычно это не делают, то есть вроде как не принято, но мы решили рискнуть. Каждый элемент просушивали отдельно. Крепить все будем прям в стык, аккуратно заливая между камушками топом, чтобы все точно держалось. Как вы думаете, на что же это похоже? Череп и рука. Я думаю, что это прям вот про 2020 год, рука-лицо так называемый. Помните, да, смайлик есть у всех, по-моему. Вот, и у нас примерно то же самое получилось. В общем, все промежутки протыкиваем полигелем и устанавливаем туда какие-нибудь объемные элементы. У меня вот нашлась здесь конусная страза. Также можно доработать бульоночками, стразиками поменьше, вот как я сейчас засунула. Посмотрите, какая прикольная конструкция получается. Она очень заполненная и наполненная. Под саму руку я тоже налила топ, чтобы все это скрепить. Также изваляла бульоночки в базе или в топе, даже сейчас не вспомню, но вообще желательно, конечно, в базе, потому что у нее есть липкость, либо в топе с липким слоем. В общем, все промежутки, которые есть, заполняем любыми элементами. Сказать, что здесь есть какая-то логика, наверное, нет. Нашли вот еще вот такой прикольный прозрачный булыжник. Клеили все, что попадалось под руку, честное слово. Сидели и сами от себя офигевали, что же мы такого тут натворили. Как видите, протыкиваю остатки мест, куда не лезут стразики, топом, бульонками. И, конечно же, все промазываем как следует, тщательно проверяем. Эту часть я целиком показывать не стала, потому что там очень-очень много было мелкой работы. Но самое главное все промазать. Ну а теперь вторая рука. И, как правило, конкретно в данном случае именно с Вероникой у меня всегда получается так, что на вторую руку у нас просто не хватает терпения. Потому что с теми ногтями мы сидели 5 часов, по-моему, с половиной. Ну, кстати, тут не надо говорить, что я такая долгая. Кто-то скажет, что это очень долго, но дело в том, что я еще параллельно выполняю другую работу по салону, и поэтому меня часто отвлекают, поэтому мои маникюры такие длинные. Ну, в общем, тут мы с ней уже подустали, и хотелось есть и отдохнуть, и мы решили, что это будет, как всегда, ляпушки. Но ляпушки у нас получились, естественно, необычные. В процессе там что-то придумалось, что-то надумалось, и я говорю, давай-ка мы с тобой сделаем блесточки. Мы ставили черные крапинки в произвольном порядке, и некоторые из них красили серебром, а некоторые золотом. И на выходе у нас появился, наверное, леопардовый принт. Ну, я так думаю, нам, по крайней мере, так показалось. В общем, все получилось круто, на мой взгляд, ярко. И сейчас, когда мы закроем это дело топом, ногти будут просто гореть. По мне, это, наверное, самый фееричный маникюр всего года, потому что я никогда не делала такие огромные инкрустации, как в этот день. И, конечно, я их планирую повторить. Вот мы сейчас перекрываем топ, посмотрите, какая красота получается. Они просто горят. Да, тут пришлось постараться и довыровнять топ, но в итоге оно того стоило. Вот как-то так это выглядит. Меня всегда ругают за то, что я мало показываю результат. Вот у вас есть возможность его рассмотреть. Да, пожалуй, работа не прям вау какая идеальная, но эффект получился хороший, клиент доволен, а мастер просто вообще до поросячьего визга. Я очень довольна работой, несмотря на то, что есть какие-то недочеты, но, по-моему, классно. Ну и вообще, знаете, когда новогодняя такая вот суета, и ты постоянно торопишься, то часто бывают небольшие косячки. Но самое главное — это настроение. Смотрите, какие они классные получились. Прям новогодние конфетти. И вот вам много-много результата и с той стороны, и с этой. А еще очень здорово то, что мы подумали с ней, что когда она придет на коррекцию, мы спилим дизайн, длину убирать не будем, а изнутри блески останутся, и на следующий раз мы снова покроем цветом, а внутри все еще будет блестеть. В общем, наслаждайтесь нашими красавчиками, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч.